Если чё, вероятность выпадения, типа, ролика по Прею была 1,2%. И оно первым же роллом выпало. Значит, вторым же. Вселенная очень хотела, чтобы я сделал это видео. Ну а я и не против. Я очень люблю студию Arkane и все, что она сделала. Но в этой рубрике я всегда обходил их стороной. Они умеют создавать необычные сеттинги, и что самое главное, умеют с ними работать. Но вот именно сюжет у них всегда был довольно простой, однобокий, с абсолютно банальным посылом, который иногда еще и проговаривается прямым текстом. Грубо говоря, там нечего разбирать. Из простого пересказа там и так все понятно. А пересказами мы здесь не занимаемся. Ну, только если вкратце перед основной частью, но это не считается. Однако, каким-то чудом так вышло, что Prey 2017 не стал повторять эту схему. Вместо этого повторился сценарий Spec Ops The Line. Тоже на выходе многие не оценили, тоже плохие продажи, тоже стала культовой, и по ней тоже запилили целую кучу различных анализов и разборов. И сейчас я в том числе буду объяснять, почему они все в той или иной степени неправы, без негатива. Сегодня я расскажу вам, почему Prey на самом деле ни разу не про важность эмпатии, даже скорее наоборот, почему вот этот выбор в конце намного интереснее, чем о нем думают, и еще много всякого, надеюсь, интересного. И да, это, наконец-то, мерч. Подробности в конце. Почему кружка пустая? Пересказывать сюжет я очень не люблю и всегда по возможности уделяю этому как можно меньше времени. Ну, просто тупо не мое. Даже по таймлайну это обычно заметно. Ну, конечно, всегда находятся сверхразумы, которым незаметно, и которые до сих пор думают, что мы тут, тупо сюжеты пересказываем, но... Знаете, мне кажется, мы должны быть к ним терпимее. В конце концов, в отличие от нас с вами, им не на что устанавливать нейромоды. А для всех остальных напомнить, что же там происходило, все-таки нужно. Ну, как минимум, здесь альтернативная история, много важных деталей в сюжете, а самой игре в этом году, 5 лет, так что вкратце освежить в памяти основные события, считаю, будет не лишним. We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Немного предыстории. В 1958 году Советский Союз запускает на орбиту Луны свой спутник под названием Ворона-1. Но после потери связи вынуждены отправить туда 2 космонавтов на проверку. Оказалось, что причиной поломки была внеземная и довольно агрессивная форма жизни, которую назвали тифонами. После чего вся информация об этом инциденте была признана государственной тайной. Спустя 2 года СССР все-таки выходит на контакт с США и предлагает совместными усилиями забороть проблему, так сказать. Ну, то бишь сдерживать и изучать потенциальную инопланетную угрозу. Президент Кеннеди соглашается, и в итоге в 1963-м вокруг злосчастного спутника выстраивается космическая станция под названием «Клетка». Однако длительного сотрудничества не случилось. Со временем отношения между Штатами и Союзом ухудшились, а неудачное покушение на жизнь Кеннеди стало последним поводом выдворить Советов со станции и забрать ее себе. Ближайшие 2 десятилетия станция разрасталась, исследовала тифонов и ничего полезного найти не могла. И после прорыва тифонов в 1998-м Штаты окончательно закрыли проект и покинули станцию. А в 2030 году станцию выкупила корпорация Транстар и перестроила клетку в нечто под названием Талос-1. Передовая научно-исследовательская станция, полностью пригодная для полноценной жизни со всеми удобствами, где живут и работают светлейшие умы, подарившие планете множество технологий, главная из которых — нейромоды. Нейромоды — это что-то вроде специальных имплантов, которые через глазницу устанавливаются напрямую в мозг и позволяют моментально научиться чему угодно, начиная с владения музыкальными инструментами или других языков и заканчивая ядерной физикой. Именно здесь наш сюжет и начинается. В главных ролях конченый идиот, самый сексуальный мужик в мире, горячая чикса, злодей-британец, так себе шутник, пубертатная язва, какой-то мужик, говнюки, недопонятые гении.
Итак, 15 марта 2032 года. Мы просыпаемся в теле Моргана Ю. Нейромоды как раз недавно изобрели, а мы вчера вечером поставили себе свой первый, потому что сегодня важный день. Сегодня мы с нашим братом Алексом, исполнительным директором Транстар, отправляемся на орбиту Луны. За нами присылают вертолет, на фоне играет композиция под названием Everything is going to be okay, и мы ей, конечно же, верим. Но сначала нужно пройти несколько довольно странных тестов. Сначала тест наших физических способностей, потом какие-то этические дилеммы, в том числе про вагонетку, но в процессе что-то идет не так. Экзаменатора на наших глазах убивает Тифон, а нас после этого усыпляют. Итак, 15 марта 2032 года. Опять. Будильник говорит нам, что сегодня все тот же самый день, но вот стена, возникшая на пустом месте, и труп в коридоре убеждают нас в обратном. Здесь с нами на связь выходит некто Январь и предупреждает нас, что мы в опасности, и отсюда надо выбираться. Что мы и делаем. Правда в том, что сейчас не 2032 год, а уже 2035. Последние 3 года Морган Ю провел на Талосе и абсолютно ничего об этом не помнит. Но сейчас есть проблемы поважнее. Тифоны вырвались на свободу, и большая часть работников станции теперь мертва. Своими подсказками Январь приводит нас сначала в главное лобби Талоса, а затем в наш собственный кабинет, после чего предлагает посмотреть запись, сделанную нами. Морган из прошлого объясняет, что мы ничего не помним из-за нейромодов. Они записывают информацию по тому же принципу, что наш мозг самостоятельно записывает наши воспоминания, но, к сожалению, исследования еще не продвинулись достаточно, чтобы отделять одно от другого. Поэтому, когда нейромоды извлекаются, человек забывает все, что было после установки. Доктор Ю как раз поставил свой первый нейромод в ночь на 15 марта 2032 года, а спустя 3 года его извлекли. Используя это свойство нейромодов, нас и загнали в этот фейковый день сурка, а все потому, что Транстар тестировали новый вид нейромодов, основанный на тифонах, и пытались наделить Моргана инопланетными способностями. Для этого и нужно было очистить его мозг от других нейромодов, и именно для того, чтобы посмотреть на его реакцию, и проводились все эти странные тесты. Кстати, вот эта штука называется зеркало. Их на станцию очень много, чуть ли не больше, чем обычных мониторов. Изобретены они тоже здесь. Январь, в свою очередь, это не человек, а андроид. Еще одно местное ноу-хау. Но Январь особенный. Он явно умнее всех остальных, умеет самостоятельно думать и делать выводы, многофункционален, а также обладает резервной копией некоторых воспоминаний Моргана. Морган сделал его как раз на случай подобного инцидента, когда перестал доверять Алексу. Именно Январь поначалу будет нас направлять. Направление нам тоже обозначается конкретное. Мы должны уничтожить Талос-1. Тифоны способны мимикрировать под все, что угодно, выживать в условиях открытого космоса, а также очень быстро эволюционируют и плодятся. Если хоть что-то со станции попадет на Землю, слишком велик риск повторения всего происходящего на Талосе, но уже в масштабах планеты. Поэтому станцию и все на ней нужно взорвать, включая нас. Ведь на нас тестировали тифонские нейромоды, а тифонам иногда хватает даже одной клетки. Решение радикальное, но логичное. Если даже самая передовая в данном вопросе станция так быстро пала от мимиков, то какие шансы у землян? Благо у Талоса предусмотрена система самоуничтожения. Для этого нужно добыть 2 ключа, наш и нашего брата, и активировать их на реакторе. Добычей этих ключей мы и будем заниматься почти весь сюжет. Кстати, небольшой офф-топ, но не могу не сказать про одну важную для меня вещь. Дело в том, что в большинстве релизных обзоров Prey я слышал, что-то вроде этого. Кроме того, после гениального особняка Джиндоша, Аркейн не предлагает ничего столь же амбициозного в стенах Талоса-1. Так вот, представляю вам то, что намного амбициознее любого уровня из Dishonored 2. Станция Талос-1. Видите ли, Талос-1 — это не набор линейных уровней, это, назовем это полуоткрытым миром. Она побита на конкретные локации, и открываются эти локации по очереди, но они переплетены между собой. И я вам зуб даю, вы не найдете ничего настолько же прекрасно сделанного и проработанного в вашей жизни. Во всяком случае, на момент выхода этого видео. Во-первых, Талос-1 — это полноценно продуманная функциональная станция. Каждая локация, каждое помещение, даже каждый предмет здесь служит для чего-то конкретного. Ничего здесь не было разбросано от балды. Хочешь что-то найти? Так подумай, где этому было бы логичнее всего располагаться, если бы это было, реальное место для работы реальных людей. Серьезно, как рабочее место, Талос-1 продуман лучше, чем некоторые настоящие рабочие места. Как человек, проходивший практику на Воронежском мехзаводе во время обучения в университете, я сейчас это все заявил абсолютно неиронично, потому что
Я знаю, что это такое, когда, типа, легче случайно там себе палец отхерачить, чем найти какой-нибудь конкретный кабинет или, не знаю, туалет хотя бы. Во-вторых, все, что населяет эти локации, также продумано до мелочей. Какой-нибудь телепат будет обитать там, где было много людей, ну, например, в каютах экипажа. И это логично, потому что, нужно же телепату кого-то гипнотизировать, да? Здесь вы вряд ли встретите того же технопата, который, наоборот, будет обитать там, где много различных машин, ну, например, около реактора. И так со всеми. Если полтергейст, то это какие-нибудь закутки, вроде обесточенных комнат или туалетов. Если ткач, то, скорее всего, открытые пространства или вообще невесомость. И такая логика сохраняется от начала и до конца. То же самое с андроидами, которые восстанавливают нам всякие геймплейные полоски. То есть все прохождение можно просто прикидывать в голове специфику места, куда вы направляетесь, и уже только на этой основе продумывать тактику. Но что больше всего меня поражает, это люди. Здесь вы не найдете какой-нибудь рандомный труп доктора под номером 115. Абсолютно у каждого человека на этой станции есть имя, должность, в большинстве случаев даже несколько личностных черт. Есть история того, как они оказались там, где мы их находим. А если они мертвы, всегда можно узнать, как это случилось. И еще раз, ни одного безымянного NPC без какого-то бэкграунда. И все это прописано вручную. В-третьих, несмотря на то, что мы все время проводим на одной и той же станции, в целом Prey сложно назвать визуально однообразным. Тут вам и те части станции, которые остались от клетки, и наоборот новые стили арт-деко, только с примесью футуристики, и открытый космос, и даже зелень с прудиками. И все это постоянно тасуется между собой. Ну и в-четвертых, при всем вышеозвученном, данное великолепие все еще работает на геймплей. Серьезно, это игра, где ты можешь превратиться сначала в какой-нибудь банан и протиснуться в любую мелкую щель, а потом в какого-нибудь андроида и тупо пролететь всю локацию, забираясь куда угодно. Левел-дизайнить Prey, судя по всему, было сущим кошмаром. И на первый взгляд для Arkane, ничего необычного в этом нет. В том или ином виде, но почти все это они уже делали. Но когда я вспоминаю масштаб, когда прикидываю в голове весь тут гигантский объем работы, который во все это вложен, у меня просто волосы встают дыбом. Даже на тех местах, где я о них не подозревал. Так что да, я готов назвать Talos 1 самым амбициозным, что делала Arkane на поприще левел-дизайна. Уже хотя бы потому, что в последний раз они пытались сделать что-то подобное аж за 15 лет до этого, когда создавали подземный мир в Arx Fatalis. Но думаю, не нужно говорить, что уровень всего там был пониже. Стоять! Это полиция в сратых каламбурах! Выходите с поднятыми руками! Я не вернусь в тюрьму! Итак, выдвигаемся на поиски ключей для самоуничтожения. Благодаря Алексу наш ключ уничтожен, но его чертеж остался в хранилище данных, а значит двигаем туда. Но учитывая в каком состоянии станция, идти придется обходными путями. Сначала мы зайдем в аппаратную лабораторию. На самом деле мы придем туда еще до того, как прослушаем сообщение целиком. В самый ответственный момент вмешается Алекс и взломает сервер, мотивируя это тем, что не хочет нас шокировать, пока не поговорит с нами лично. Мы, естественно, дожидаться его не будем и пойдем сюда, чтобы самостоятельно наш сервер перезагрузить. Именно в аппаратной лаборатории изобрели все инструменты, которыми на Талосе пользуются каждый день. Гипс-пушка, машина для переработки, местный 3D-принтер, на котором мы будем печатать все, вплоть до каких-то сложных вещей, там вроде нейромодов. А также именно здесь изобрели те самые зеркала. Но прослушав сообщение до конца, мы уже двигаем дальше. И первой остановкой уже на этом пути будет лаборатория психотроники. Именно здесь содержится тот самый спутник Ворона-1. И именно отсюда тифоны прорвались впервые. Как несложно понять, в этой лаборатории их активно изучали, а ученые, работавшие здесь, подарили человечеству нейромоды. Также именно здесь мы узнаем, почему тифоны вообще так негативно ко всем настроены. Дело в том, что у них нет зеркальных нейронов, а значит они не способны испытывать эмпатию, и вполне возможно даже не понимают, что делают что-то плохое. А еще именно здесь мы узнаем, что вся жизнедеятельность тифонов направлена на создание так называемых кораллов. Это такие неосязаемые золотистые нити, которые тифоны сплетают в воздухе. Как и зачем они это делают, пока для нас загадка. А еще из интересного здесь мы находим выжившего добровольца, запертого в комнате для испытаний. Дело в том, что Советскому Союзу нужно было какое-то номинальное участие во всем, что здесь происходит, а Талосу для экспериментов нужны были живые люди. 1+1 привело к следующей инициативе. Советские преступники, приговоренные к смертной казни, вместо плахи прямиком из ГУЛАГа отправляются
направляются сюда, если, конечно, на это соглашаются. И несложно понять, что далеко не для всех это заканчивается хорошо. Собственно, найденный нами доброволец активно просит его выпустить. Но рядышком мы можем найти отчет о том, за что его осудили. Если вкратце, судя по бумагам, он делал много плохих вещей с детьми. Хотя сам он, конечно же, скажет, что все это выдумки несправедливой репрессивной системы. Его можно выпустить на свой страх и риск, а можно закончить эксперимент, дать мимикам его съесть, расплодиться, а потом пустить все получившееся на материалы для крафта. После психотроники мы по техническим туннелям попадаем в Дендрарий, что-то вроде местной парковой зоны. Здесь располагается кабинет Алекса, конечно, пустой, теплица со свежими фруктами, а также отсюда можно попасть на мостик, в каюты экипажа, чтобы по пути на рабочие места люди дышали свежим воздухом. Я уже говорил, как все логично здесь продумано. А также отсюда можно попасть в нужное нам хранилище данных, но не сейчас. Хранилище закрыто, а замок открывается только на голос главы этого отдела, Даниэлы Шоу. Но поскольку ее саму нигде не видно, ее голос придется подделывать. А что для этого нужно? Правильно, как можно больше образцов ее настоящего голоса. Так мы попадаем в каюты экипажа. Здесь наша цель — пройтись по всей локации и добыть как можно больше аудиологов, где мелькает голос Даниэлы. И здесь видно, что Транстарт действительно заботится о своих работниках. Тут вам и кинотеатры, и спортзал, и вот этот вот столик для игры в местный ДНД, с картой из Аркс Фаталиса, кстати, и столовая, на которой подают любую кухню, начиная с борща и заканчивая суши. А еще на кухне прячется один из выживших, но об этом потом. В общем, не знаю как вы, а я бы с такими условиями вполне пожил и поработал. Кстати, тут есть и наша каюта, в которой можно найти недостроенного андроида по имени Октябрь. Да, январь был не первым, но об этом, как водится, попозже. А еще здесь можно послушать записи вот этой песенки. Это запись презентации силы нейромодов. Все музыканты — это местные работяги, которые еще за пару дней до этого вообще не имели музыкальных талантов. А в реальности это одна из двух композиций, которую записал не Мик Гордон, а Рафаэль Колантонио, директор Arkane Studios на тот момент, между прочим. Собрав достаточно аудиозаписей, мы успешно проникаем в хранилище, но тут же оказываемся там заперты. Алекс закрыл всю станцию на локдаун, чтобы мы перестали носиться туда-сюда и подвергать свою жизнь опасности. А значит, что все переходы между отделами заблокированы. Но хотя бы добыть нужные нам чертежи для печати нашего ключа у нас все-таки получается. Почти сразу после этого на связь выходит уже настоящая, живая Даниэла Шоу и подсказывает, что в хранилище данных есть модули с резервными серверами, которые можно отстыковать. Это наш билет на выход. Однако, оказавшись снаружи станции, становится понятно, что все выходы в открытый космос тоже заблокированы. Но тут нам снова везет. Нас замечает глава службы безопасности Сара Элазар, и после непродолжительных попыток выяснить, что мы вообще в этом космосе забыли, предлагает вернуться на станцию через грузовой отсек, где сама окопалась с другими выжившими в окружении тифонов. Во время инцидента там случился взрыв, а значит, слегка кустарными методами, но туда можно попасть. И локдаун на данную местность не распространяется по очевидным причинам. А еще по пути туда нам звонит доктор Игве, нейроученый, который дрейфует в одном из грузовых контейнеров. И если ему не помочь, то скоро он задохнется. Если мы спасаем Дайо Игве, то он присоединится к выжившим, а затем даст нам маленький квест на добычу одной важной, лично для него флешки из его каюты. В самом грузовом отсеке выясняется, что ситуация у выживших действительно кажется безнадежной. Между ними и остальной станцией целая комната, набитая разными тифонами. И потому Элазар нас туда не пустит, пока мы немного не пошныр-курьерим для нее, чтобы потом помочь им всем отбиться. Ну, в смысле, мы можем так сделать. А можно сделать True Sigma Male Move. Из грузового отсека мы попадаем в крыло жизнеобеспечения. Здесь находится реактор Талоса, и чтобы снять локдаун, нам необходимо его перезагрузить. А помогать нам в этом будет главный инженер Екатерина Ильюшина. До потери памяти Морган какое-то время с ней встречался, но перед началом этих экспериментов они расстались, потому что тот посчитал, что ей всего этого лучше не знать. Хотя она думает, что причиной расставания был тот факт, что Морган узнал о ее болезни – параплексис, выдуманное разработчиками заболевание
из-за которого мозг человека без приема определенного лекарства постепенно теряет контроль над разными частями тела. Ну короче, как Хантингтон, только очень быстрый. Как понимаете, с такой болезнью нейромоды себе не вставишь. Ильюшина скрыла эту болезнь от начальства, когда устраивалась на Талос. Когда инцидент начался, лекарство Ильюшиной находилось в ее кабинете, и сама Екатерина оказалась от него отрезана. Поэтому, когда мы ее находим, она уже не чувствует ног, и чем дальше, тем хуже дышит. Если мы не сбегаем до ее лекарства, долго она не протянет, а если все же спасем, то позже узнаем, что она на Талосе, в общем-то, не просто так. Дело в том, что ее отец был одним из местных добровольцев. Советский Союз репрессировал его за выступление против вторжения в Индию. Да, Союз и в этой вселенной развлекается как может. Ильюшина хотела своего отца найти, поэтому и обманула начальство, но так и не нашла, поэтому просит нас с этим помочь и поискать информацию в хранилище данных. Однако, к сожалению, все, что мы там найдем, это запись его смерти. В процессе эксперимента, ходом которого руководил Морган Ю. И нет, это не несчастный случай. Ход эксперимента предполагал это с самого начала. Запись можно удалить, и тогда Ильюшина ни о чем не узнает. А можно честно ей отдать. Тогда она позлится и накричит на нас, но в итоге поймет, что это сделал по сути другой человек. И просто пообещает обнародовать эту информацию, когда все выберутся со станции. Тем временем, после перезапуска Талоса, с нами на связь выйдет Алекс. Понимая, что нас не остановить, он просит зайти к нему в кабинет, чтобы показать нам важную видеозапись. Глеб Саныч. Добрый день. Всем привет. Из этой видеозаписи становится понятно, что все эти эксперименты — это идея Моргана, но никак не Алекса. Что он сам добровольно на все это пошел, потому что считал нейромоды на основе тифонов будущим человечества. И что самое главное, вместе с братом они разрабатывали план как раз на случай подобного инцидента. По их мнению, те самые кораллы, золотые нити, это что-то вроде нейросети, которая передает сигнал в космос. Куда и зачем, непонятно, но чё-то как-то пока никто не хочет проверять. Поэтому совместно братья Ю разработали нульволновое устройство. Всякого нульволнового снаряжения в игре хватает, и обычно оно служит для того, чтобы подавлять пси-способности врагов. А устройство, о котором они говорят, работает по тому же принципу, только посылает импульсы намного мощнее. И при активации, в теории, способно буквально поджарить мозги всем тифонам на станции. Изначально для этого создавался Октябрь, но когда Морган узнал, что Алекс его полностью в этом поддерживает, просто передал все полномочия ему. Все это время Алекс не вставлял нам палки в колеса. Он пытался нас обезопасить и в целом следовал плану, который они с Морганом разработали. Просто тогда Морган еще не успел так сильно измениться. После просмотра записи Алекс просит нас просто помочь ему доделать устройство и обещает самостоятельно отдать нам ключ, если брат все-таки будет сомневаться в его плане. Что мы и делаем, когда сканируем для него важные узлы коралла, но по возвращению стоит нам начать загружать данные в компьютер, передача сразу прерывается, а по громкоговорителю начинает вещать некто Вальтер Даль. Он прибыл с Земли на шаттле и якобы здесь только для того, чтобы освободить братьев Ю от их должностей, а всех остальных выживших просят как-то сообщить, где они находятся, чтобы тот смог им помочь. Сразу после этого в кабинет Алекса врываются боевые андроиды. Как понимаете, исполнение плана пока откладывается. И вот здесь начинается та часть Prey, которую многие ставят ей в минус. Якобы много бэктрекинга, враги респаунятся, вот эти вот боевые дроны еще поначалу очень раздражают. Но знаете что? С точки зрения геймплея, это лучшая часть прохождения. Да, это снова рубрика «Картавый уродец объясняет, почему все неправы». Дело в том, что почти все, кого я знаю, проходят такие игры максимально безопасно, нежели весело. И это можно понять. Где гарантия, что конкретно эта способность тебе пригодится на следующей локации? А что если эта локация будет совсем не такой вертикальной? Или утыкана турелями? Может, не стоит качать эти ваши тифонские способности, например, чтобы не рисковать? Как же быть, если я сейчас потрачу ресурсы на способности и экипировку, которая мне в итоге будет не нужна? И так далее и тому подобное. И главная фишка данного этапа в том, что он полностью убирает все эти страхи. Ты уже знаешь, куда ты пойдешь, ты уже знаешь, что может тебя там ожидать. И что самое главное, на этом этапе ресурсов у тебя, скорее всего, уже будет достаточно. Чтобы хотя бы ненадолго началась... Рубрика «Эксперимент».
Это буквально как маленький кусочек New Game Plus, даже в первом прохождении. Ты уже понимаешь, что будет дальше, и тебя ничего не сдерживает от того, чтобы вдоволь повеселиться. Если вы мне не верите, считаете там, что я как-то оправдываю просто какие-то косяки, там что-то выдумываю или типа того, ну просто посмотрите документалку от NoClip. Послушайте, о чем жалеют разработчики. Никто не сказал: вот, блин, нам пришлось делать бэктрекинг. Все наоборот только жалели, что не на всех подобные задумки сработали, и многие игроки так и не попытались разнообразить свое прохождение и использовать все, что в ней есть. Мы создали 90 способностей, но вы, сыграв в игру, увидели только 3. Очень жаль. Возможно, будь набор способностей поскромнее, вы увидели бы больше. Но это так, небольшое отступление. Как несложно догадаться, помогать здесь никому Даль не собирался. Он здесь именно зачистить станцию. Запись с таким приказом можно найти на его шаттле. Кстати, отдал приказ Уильям Ю, отец небезызвестных братьев. Теперь понятно, почему в слабостях Моргана указана токсичная семья. Но в любом случае, опуская подробности, от Даля мы все же избавляемся. Кстати, если Игви на данный момент жив, то он предложит Даля не убивать, а просто извлечь из него нейромоды. Если послушаться Игви и провести такую операцию, Даль забудет свой приказ и в конце эвакуирует всех выживших на своем шаттле. В любом случае, проблема миновала. Теперь Алекс решает выйти к нам лично. Он рассказывает, что догадка о сигнале в космос от кораллов оказалась правдой, после чего отдает нам чертеж устройства, способного этот сигнал обернуть против тифонов. Но в тот же момент в космосе как будто открывается гигантская дыра, из которой вылезает альфа-тифон размером со станцию. Он овивает своими конечностями ее целиком и пытается разломать, а значит, действовать нужно незамедлительно. Первый вариант — наш изначальный план. Бежим до реактора, вставляем оба ключа, чтобы затем на мостике активировать взрыв. Здесь мы можем пойти на дно вместе с кораблем, а можем эвакуироваться на том самом шаттле, ну или в личной спасательной капсуле нашего брата. Второй вариант — план, предложенный Алексом. В этом случае мы устанавливаем нуль-волновое устройство в самое сердце коралла, которое находится на том самом злосчастном советском спутнике. Точно так же активируем его на мостике, и оно работает. В этом случае все тифоны на станции успешно уничтожены. Ну а мы благополучно смотрим титры. It's finished. How did it do? После титров нас ждет последний твист. Все, что мы переживали до этого момента, было симуляцией, сделанной на основе воспоминаний настоящего Моргана Ю. В реальности тифоны уже давно плотно обосновались на Земле, а мы один из них. Что на станции происходило на самом деле и какая степень редактуры у этой симуляции, мы так и не узнаем. Нейромодами нам вживили те самые зеркальные нейроны, плюс некоторые базовые умения людей. Ну, мы же понимаем их язык, например. Все это было одним большим тестом, способны ли тифоны испытывать эмпатию по отношению к людям и, как следствие, выйти с ними на контакт. На данный момент все настолько плохо, что это буквально последняя надежда человечества. Ключевые персонажи в этой симуляции, Игве, Ильюшина, Элазар и Шоу, были операторами. И после продолжительной оценки наших действий и рассказа о том, сколько людей мы спасали, сколько им помогли, сколько убили, как сильно в прокачке уходили в тифонские способности и т.д. и т.п., происходит следующее. Если мы абсолютно никому не помогали и всех только убивали, Алекс просто скажет, что это не наш клиент, давайте следующего. Но если мы все же проявили эмпатию и спасли хотя бы кого-нибудь, то Алекс рискнет и протянет нам руку. Здесь мы можем либо принять в себе тифона и уничтожить всех, кого видим, а можем все же пожать ему руку в ответ. Вне зависимости от нашего решения, на этой сцене Prey заканчивается. We're gonna shake things up, like old times. I need to know if you see us. I mean, really see us. Считается, что Prey — это один такой большой интерактивный тест /агитка для игрока, которая проверяет, имеется ли вообще лично у тебя склонность к эмпатии и одобряет тебя за любые ее проявления. Ну, знаете, типа, все это время мы играем за Тифона, который как бы пустышка, с этой пустышкой, надо себя отождествлять, и вообще фамилия главного героя — это Ю, которая созвучна с английским Ю, то бишь ты. А если вообще не проявлять эмпатию, то получишь самую плохую концовку, в которой Алекс
начальник скажет, что все плохо, тест зафейлено, от тебя надо избавляться, ну и так далее по списку. Наша способность к состраданию — это сложный эволюционный процесс, который развивался тысячи лет. Потому не стоит воспринимать ее как обузу, даже если в рамках цивилизации она может таковой казаться. Вот этот нарратив о том, что Prey на самом деле про эмпатию, я слышал на ютубе буквально в каждой попытке хоть как-то проанализировать сюжетную составляющую. И к авторам, в общем-то, претензий ноль. Я прекрасно понимаю, откуда такая точка зрения взялась, но, как мне кажется, все немного сложнее. Во-первых, для игры, в которой одну только картину из стартовой комнаты люди разбирают минут по 5-10 хронометража, посыл в стиле «эмпатия — это хорошо, понятненько», звучит как-то слишком банально. Prey всей своей сущностью показывает, что она явно калибром побольше. А во-вторых, в современном мире топить за подобное как минимум странновато. Если вы не заметили, эмпатии сейчас, наверное, даже слишком много. Из каждого утюга нас учат тому, что нужно уважать чувства верующих или угнетенных меньшинств. Подобный нарратив частенько можно услышать в речах разных политиков, а обвинение в отсутствии эмпатии — это одно из самых ужасных оскорблений, за которым обязательно следует попытка приписать такого человека к психопатам и прочим асоциальным личностям. Да даже если вы банально вобьете слово «эмпатия» где-нибудь на Амазоне, то вам выдаст более 10 тысяч книг, где будет это слово в названии. Вот они слева направо. Как развить эмпатию? Почему эмпатия важна? И так далее. Но одна книга будет среди них выделяться. Это книга под названием «Против эмпатии», за авторством Пола Блума, канадского профессора психологии и когнитивной науки в Ельском университете. Кстати, вы могли слышать про нее в одноименном видео с канала Михаила Пожарского. И как несложно догадаться, эта книга идет наперекор вот этому привычному нарративу. Когда меня спрашивают, над чем я сейчас работаю, я часто говорю, что пишу книгу об эмпатии. Люди обычно расплываются в улыбках и кивают, но затем я добавляю «я против эмпатии». Это часто вызывает неловкие смешки. Вначале подобная реакция меня изумляла, но потом я понял, что выступать против эмпатии — это как заявить, что ты ненавидишь котят. Заявление настолько дикое, что оно может быть только шуткой. Эта книга очень хорошо описывает, почему, вне зависимости от наших целей и взглядов, руководствоваться эмпатией во время принятия решений — это одна из худших вещей, которую вы можете сделать. Притом не только в вопросах глобальной политики, но и в нашей повседневной жизни. И нет, аргументация там не сводится к психопатии автора или цитаткам малолетних дединсайдов. Все, как водится, с пруфами, с примерами из реальной жизни и с подробным описанием конкретных механизмов данного процесса. Книга вышла в самом начале 2016-го, там буквально 3 января, а Prey уже в середине 17-го. Я понимаю, что 1,5 года для подобного проекта это очень мало, но я не удивлюсь, если сценаристы ее все же прочитали, и некоторое влияние на сюжет эта книга заимела. Но даже если это не так, ее содержание поможет мне лучше раскрыть мою мысль. Потому что мне кажется, что весь этот нарратив о том, что Prey про важность эмпатии, не что иное, как пыль в глаза, которую многие из нас приняли за чистую монету. Что же не так с этой вашей эмпатией и чего общего у Prey с подобной книгой, сейчас объясню. Главная проблема эмпатии в ее избирательности. В книге она очень хорошо сравнивается с прожектором, который способен подсветить конкретные явления или людей, но часто оставляет целые толпы вокруг него в темноте. В итоге эта избирательность часто ведет к нерациональности. Вот вам очень показательный пример из книги. Этого парнишку зовут Майлз Скотт, и в 2013-м он умирал от рака. Но у него было последнее желание. Он хотел прожить целый день супергероем. В итоге небезызвестная контора Make-A-Wish собрала нужные пожертвования и устроила Майлзу целый день в роли Бэткида, нового помощника Бэтмена. Майлз целый день катался на Бэтмобиле с актером в роли Бэтмена. Вместе они спасали мирных жителей от бандитов, поймали загадочника, а в конце мэр Сан-Франциско лично вручил им ключ от города. И это действительно очень милая история. Скорее всего, ваша эмпатия прямо сейчас трубит вам о том, что произошедшее — это исключительно хорошо. Возможно, вы сами подкинули бы копеечку на подобную инициативу, и я вас не виню. Только вот нюанс появился позже, когда выяснилось, сколько это все стоит. Если вкратце, те же самые деньги могли бы спасти 3 детей от малярии. История как бы все еще милая, но 3 ребенка. Вы, конечно, можете сказать, что это в любом случае хорошо. Да, это нерационально, но это толкает людей совершать, хоть какое-то доброе действие. Ну, может быть.
Однако, к сожалению, из-за вот этой вот такой избирательности, эмпатия зачастую толкает нас на действия, которые, наоборот, только делают хуже в долгосрочной перспективе. И в книге много примеров подобного. Поставки еды от НАТО, разоряющие местных фермеров из бедных стран, гиперопекающие родители, которые боятся причинить ребенку хотя бы каплю негатива, благотворительные фонды, которые зачастую больше теряют от мелких пожертвований, чем получают, ведь их все нужно по закону оформить, подсчитать, ну и так далее. Чего общего у всего вышеперечисленного? Правильно, эмпатия, которая здесь и сейчас заставляет думать, не, ну а чё плохого? Чтобы сделать нечто действительно хорошее, а не то, что хорошим будет только ощущаться, необходимо вникать в комплексные вопросы и зачастую эксплуатировать даже наши злонамеренные и алчные желания. А для этого необходимо сделать шаг назад и не попадать в эмпатические ловушки. Встает закономерный вопрос, а какое отношение ко всему этому имеет Prey? Ну так, самое прямое. Потому что каждая эмпатическая инициатива, которая возникает по ходу сюжета, оказывается очень сомнительной с точки зрения какой-то ощутимой пользы. Если отвлечься от дел, чтобы добыть флешку с музыкой для Игве, или спасти ту же Ильюшину еще не так сложно, ну потому что по факту происходит по пути, то в большинстве остальных случаев все как-то печально. Например, освободить пленника, который по бумагам делал много отвратительных вещей и в теории может оказаться манипулятором, который только и ждет шанса, чтобы кому-нибудь заточку в почку вогнать. Скажите честно, учитывая обстоятельства, вот вы бы сами стали так рисковать? А вот комиссии из концовки это очень даже одобряют. Или вот, принести запись с отцом Ильюшиной. У нас же тут не то чтобы экстренная ситуация, где любое неверное решение может привести, ну, буквально к апокалипсису на Земле. Не, почему бы не дать одному из выживших хороший повод нас возненавидеть? И да, если мы это сделаем, то нам повезет в кавычках. Ильюшина не станет ухудшать нам ситуацию здесь и сейчас, только решит обнародовать эту запись и все происходящее на станции, когда они вернутся. То есть, еще раз, у нас без 5 минут повторение инцидента станции, но в масштабах планеты, а на горизонте маячит инопланетное вторжение. Таскать по судам, обрубать финансирование и вообще всячески вставлять палки в колеса передовым исследователям в данной области, это действительно то, чем нужно заниматься сейчас. Ну, по версии вот этой комиссии, наверное, да, потому что она это исключительно одобряет. Но ведь всегда можно сказать, что даже если Екатерина не права конкретно в этих действиях прямо сейчас, то сама практика, она же ведь отвратительна. Привозить на станцию живых людей, невинных жертв репрессивной системы Советского Союза, чтобы ставить над ними эксперименты, приносить их в жертву, это же отвратительно. Чем вот эта запись не доказательство того, что всем в этой истории не хватает эмпатии? I was promised I would see her again. I signed your papers. Let's stay focused, everyone. Ну, во-первых, начнем с того, что Морган совершал эти действия иронически. Нет, на самом деле начнем с того, что кто сказал, что все они невинные? Мы как бы наверняка ни про одного из них ничего не знаем. И уж при всей моей личной нелюбви к Советскому Союзу даже я готов признавать, что людей там сажали далеко не только за анекдоты. Во-вторых, если вы не заметили, справедливо или нет, но этих людей уже приговорили к смертной казни. То есть, все, выбора там изначально никакого нет. Так что вот эти речи из самой игры о том, что так в их смерти хотя бы будет смысл, и они послужат науке, ну, конечно, могут выглядеть цинично, но по факту им противопоставить, в общем-то, и нечего. Ну и в-третьих, далеко не всех туда возят исключительно на убой. Вот вам, например, статья про одного из таких добровольцев, который прилетел на Талос уголовником, а улетел уже ученым-физиком. Так что, да, я понимаю, что весь этот кусок текста и так похож на один большой мем с большим шлепой, но если серьезно, в контексте всего вышеозвученного, напомните, что может вас натолкнуть на выводы о том, что эта система так отвратительна и бесчеловечна? Ах да, точно, эмпатия. Но больше всего меня вымораживает даже не это, а тот факт, что эти люди осуждают игрока, если тот активно прокачивает способности тифонов. Сейчас будет небольшое отступление. Видите ли, боевка в Prey, как и весь геймплей в целом, изначально очень сильно отличается от того же Dishonored. Если там можно накидывать всего подряд и, ну, чисто окайфовать от процесса, то здесь боевка — это просто еще один вид головоломок, наряду с менеджментом ресурсов, исследованием локаций и так далее. И за счет этого боевка со всем остальным переплетена намного теснее. Проще говоря, боевая система в Prey не о том, как ты классно и красиво все выполняешь, она о том, как закончить даже самую сложную битву еще до ее начала.
и при этом в идеале получить с этого больше, чем израсходовал. То есть никто не запрещает класть огромную болтяру на особенности там разных врагов и тупо закликивать всех с дробовика, но даже на среднем уровне сложности ты в этом случае очень быстро израсходуешь все патроны, получишь намного меньше ресурсов и, как следствие, возможности все это восполнить. Битвы будут затягиваться и вообще тебе всячески будут намекать, что... Вы не правы, всего доброго. В подобных боевых системах, чем у тебя больше различных инструментов на руках, тем глубже и интереснее сам процесс. А чем больше ты используешь доступный ассортимент по назначению, тем чаще и эффективнее ты выходишь победителем. И способности тифонов это, если не 2/3 доступного кайфа, то как минимум половина. Сами посудите. Тифонские способности дают возможность бить по площади с разными эффектами, создавать собственный гравилифт, который полезен далеко не только в бою, натравливать врагов друг на друга, трансформироваться почти во все что угодно, включая сложные опасные механизмы. И это все, что я вспомнил только навскидку. Так-то да, там намного больше приколдесов. И все эти возможности, которые открываются чадом с тифонскими способностями, если и доступны вирджинам обычным человеком, то только через костыли и обычно далеко не так эффективны. То есть по всем понятиям, и людским, и ментовским, и геймплея, и отыгрыша, чего угодно. Какую бы цель мы себе не поставили, идти к ней будет банально эффективнее с этими способностями. Но вот эти замечательные господа и дамы нас за это осуждают. Они пугают нас по ходу игры тем, что якобы системы защиты станции начнут принимать нас за врага, если мы прокачаем слишком много всякого тифонского. Натравливают на нас кошмара, когда мы этим занимаемся. И в итоговом отчете о наших действиях за большое количество тифонской прокачки нас тоже по головке не погладят. И в итоге вот этих нескольких примитивнейших пугалок большинству игроков оказалось достаточно. В том же Стиме почти все ачивки за простое первое использование большинства способностей по сей день помечены как очень редкие. И это просто отвратительно. Особенно учитывая, насколько все эти пугалки на самом-то деле не имеют веса. Якобы натравливание на нас охранных систем — это полная херня. На меня за все это время турели вот буквально ни разу не напали, потому что либо их нет, либо они поломаны уже до твоего прихода. Либо ты по дешевке вкачиваешь второй хакинг и все, как бы, считай, нет этого ограничения. А кошмар, может, и задумывался как ультимативный хищник, который может тебя везде найти, везде достать, но на деле... в общем, да. Кстати, концовка в свое время породила много дискуссий о том, что же все-таки действительно происходило на Талосе, а что отредактировано для симуляции. Но лично я уверен в одном: кошмара в действительности нахер не было. Посудите сами. Это Тифон, который, в отличие от остальных, возвращается из мертвых, появляется из ниоткуда и пропадает в никуда. В отличие от всех этих технопатов, ткачей и всего вот этого, у него нет какой-то конкретной цели, под которую он вот таким развился. Кроме как выследить лично нас. Это единственный антропоморфный Тифон. В смысле, не из трупа человека. И при всем при этом о нем никто не говорит. Про него есть 2 реплики от января, и все. Он больше всех выбивается и напоминает игровую условность. Поэтому я и говорю, что его на нас натравливают, а не то, что он сам нас выслеживает или типа того. И вдвойне странно все эти замуты со способностями смотрятся в контексте следующего крупного косяка эмпатии — дегуманизация. Да, вы не ослышались. Тот самый процесс, который мы обсуждали в анализе Spec Ops The Line, и без которого большая часть его сюжета просто не случилась бы, зачастую подогревается в том числе и во многом именно благодаря эмпатии. Вы можете сейчас удивиться, как так? Это же диаметрально противоположные вещи. Только вот на самом деле нет. Дело в том, что в переживании эмпатии очень важную роль играет гормон окситоцин. И догадайтесь, что? Правильно, помимо всего прочего, он также усиливает агрессию. Идея о том, что эмпатия способна мотивировать насилие, не нова, и поднималась еще Адамом Смитом. Когда мы видим человека, пострадавшего или угнетенного другим, симпатия, которую мы чувствуем вместе с его болью, кажется, служит только для оживления нашего родственного чувства ресентимента. Очень часто, когда мы наблюдаем несправедливость, эмпатия заставляет нас хотеть увидеть отмщение, а многие готовы ему способствовать. Именно поэтому любая военная пропаганда всегда включает в себя не только карикатурное изображение врага, но и не менее карикатурное изображение его жертв. Казни пленных солдат из-за фейковых новостей про ужасные деяния другой стороны, этнические погромы, которые, как правило, начинались с каких-нибудь офигительных историй про ритуальные жертвоприношения или типа того.
Даже отмена человека, зачастую ломающая ему всю жизнь, после обвинений, которым даже в теории не может быть адекватного подтверждения. Да, я сейчас осознанно избегаю конкретики, потому что, видит бог, этому видосу и так хватает потенциала поджечь чьи-то жопы. Но, к сожалению, за всем вышеозвученным стоят вполне себе реальные случаи. Все вышеперечисленное совершали не какие-то маньяки-психопаты. Ну, не все из них таковыми уж точно были, а вполне себе обычные люди. Такие же, как мы с вами. Просто эмоциональным центром в нашей голове обычно, в общем-то, наплевать, а было ли все это по-настоящему. Нейроны уже вспыхнули, мы готовы действовать. И Prey в этом плане, на удивление, последователен. Практически каждая эмпатическая, так сказать, инициатива сопряжена с насилием. Каждый раз это гарантированно ведет к большему количеству прямой конфронтации с кем-либо. Да, иногда включая людей. Хочешь спасти какую-нибудь Ильюшину? Ну так мотнись в рандомное место, куда сам никогда не пошел бы, и сражайся с мимиками, с которыми так и не пересекся бы. Хочешь помочь людям в грузовом отсеке? Ну тогда выбора пробежать или как-то простелсить у тебя тоже не будет. А с этой толпой придется сражаться. Ну и так далее, суть вы поняли. Но показательней всего это становится в квестовой ветке Даниэлы Шоу. Morgan? If you're here, then Abby didn't make it, did she? I don't... Это та самая глава отдела информационной безопасности, чей голос мы выфейкали нейросетями, чтобы пройти в хранилище данных. Собственно, мы можем найти все, что нас интересует в каютах экипажа, благополучно оттуда выйти, и тогда она свяжется с нами уже только в самом хранилище. А можно все же проверить, что это там за выживший такой прячется на кухне. Выживший представится Митчеллом, местным поваром, и если мы ему поможем, то он заведет нас в ловушку и попытается убить. Как он сделал это раньше с Абигейл Фо, возлюбленной Даниэлы. Повар, как вы поняли, ни разу не повар, а сбежавший заключенный, доброволец, по имени Лука. От экспериментов у него немного поехала кукуха. Собственно, заплаканная Даниэла и попросит нас его найти и отомстить за ее девушку. Да, даже если мы лично от его рук никак не пострадаем. Тогда будут, конечно же, не слезы, а попытка воодушевляющую речь. If you get back inside, please fix this station. Not for science, not for the future. Do it for the crew. Please. И вот казалось бы, все четко и понятно. Мало того, что какой-то урод на нас самих напал, так еще и прервал целую милейшую любовную историю, которую мы до этого слушали в аудиозаписях. Очевидно, нужно мочить. Собственно, большинство так и сделало. Судя по статистике Steam, около 30% игроков Луку все же убило. Ну то есть для сравнения, примерно столько же дошло до спасения Ильюшиной или идеально защитили людей в грузовом отсеке. Ну, то есть почти все, кто Prey полноценно проходил, это сделали. А те из них, кто прошел до конца, еще и получили одобрение своим действиям. Только вот если мы отбросим эти эмпатические импульсы, такая ли эта ситуация черно-белая? Во-первых, из-за экспериментов Лука, конечно, вышел на какой-то новый уровень понимания тифонов, ну, судя по его речам, но из-за них же окончательно поехал головой. То есть сомнительно, что он вообще отдает хоть какой-то отчет своим действиям. Во-вторых, здоровье у него явно и без нас очень не очень. В конце этой ветки мы находим его неподалеку от лужи собственной крови, а он заманивает нас в ловушку, из которой явно выбираться не хочет. И даже если мы не поддаемся, он умирает своей смертью. Да и в целом, даже если попасть в его изначальную ловушку в холодильнике, когда он поймет, что мы выжили, то просто заминирует некоторое оборудование, что как бы неудивительно, учитывая, что концепт мести ему точно понятен. Но на этом как бы все. Он на нас с тех пор ни разу не нападает, будет только названивать. И даже по этим звонкам, а точнее его кашлю в процессе, несложно понять, что он и без нас долго не проживет. Отвлекаться от дел ради спасения кого-то можно понять в любом случае, будь ты хоть там самый большой утилитарист на станции. Но ради какой-то абстрактной мести сомнительно. Ну и собственно в-третьих, ради мести кому? Все вышеописанное Лука получил из-за экспериментов Транстара. Учитывая, как здесь обращаются с добровольцами, давайте будем честны. Если кто в этой истории и должен чувствовать ресентимент, то именно он. Maybe I watched these beasts eat you, like you tried to feed me to them.
Да в таких обстоятельствах было бы странно, если бы он не считал всех на этой станции своими врагами по умолчанию. И в свете всего вышеозвученного, вот какая-то абстрактная мстя больному, невменяемому и замученному человеку стоит того, чтобы отвлекаться от действительно важных дел. Но вот этим ребятам кажется, что да, потому что завершается эта ветка только со смертью Луки. Будь то от наших рук или просто на наших глазах. А если этого не сделать, вас осудят за игнорирование данной просьбы. Но главной фишкой на всем этом замечательном торте является пубертатная язва. Дело в том, что всего на станции имеется 3 оператора, созданных доктором Ю в разное время. Первый — Октябрь, олицетворяющий утилитаризм. Он недоделан, но его план в любом случае реализует Алекс Ю. Второй — Декабрь, олицетворяющий эгоизм. У него нет полноценной ветки. Он связывается с нами перед тем, как мы заходим в психотронику, и дает нам подсказки, как выбраться со станции на личной спасательной капсуле Алекса. Однако, если мы это делаем, то нам не показывают титров, а только предлагают загрузить последнее сохранение. В чем я тоже вижу некоторый смысл, потому что, никто не запрещает, например, эвакуироваться через эту капсулу в концовке уничтожения. То есть эгоизм может быть частью почти любого мировоззрения, но не может быть самоцелью, потому что сам по себе он никуда не ведет. И последний, 3-й оператор — это Январь. Он вроде как олицетворяет альтруизм и должен прививать важность эмпатии. И это самый странный, самый непоследовательный, и я бы даже сказал, самый глупый персонаж данного сюжета. Серьезно, если бы Талос-1 был игровым контентом, то Январь был бы игражуром. Самый низкий рейтинг доверия. Среди кого? Среди говна? Именно он уничтожает Декабря у нас на глазах, что лично меня при первом прохождении знатно так подсадило на паранойю и смотивировало продолжить копать в этом направлении, чего сам Январь вроде бы как совершенно не хочет. Именно он постоянно убеждает нас, что станцию и все на ней как бы надо уничтожить и ни в коем случае не выпускать на землю, даже разговаривает с нами о нашем принятии смерти. Однако, когда мы встречаем других выживших, наоборот, по максимуму толкает нас на то, чтобы им помочь и сохранить им жизнь. This might sound strange coming from me, but I admire what you did. You didn't have to help Chief Elazar and her people in the cargo bay. You gave them some hope, even if it's brief. А если мы делаем что-то не очень эмпатичное, наоборот, усиленно осуждает. Morgan, did you hesitate at all? I'm sure he wasn't a good man, but... И совершенно непонятно, зачем. То есть, ты в любом случае хочешь, чтобы я уничтожил станцию. Какой смысл тратить время или упускать какие-нибудь ресурсы от того, что я оставлю этих людей жить? Да и в целом, спасать людей с намерением их все равно попозже подорвать выглядит, как-то очень жестоко. Январь — это что-то вроде местного Джокера, он, дает надежду для того, чтобы ее отнять? Как это вообще работает? Более того, когда появляется Даль с квестом по стиранию ему памяти, и выясняется, что выживших все-таки можно вывести со станции до ее уничтожения, Январь вообще никак этому не препятствует, даже не возражает. Да, ведь не то чтобы любой предмет, который несут эти люди, может оказаться мимиком, не то чтобы шаттл стоит уже какое-то время, и в нем сейчас может кто-то прятаться под видом носка, например. И разумеется, эта инициатива ни капли не ставит крест на всех планах обезопасить Землю через уничтожение станции и всего, что на ней есть. Там еще можно долго обсуждать детали, но суть одна. Из уважаемого ученого, такого как доктор Ю, могло получиться нечто под названием Январь только после очень долгого компостирования мозгов на этих ваших экспериментах в симуляции. Иного объяснения у меня просто нет. И вот здесь важно обозначить одну вещь. Ни автор этого видео, ни автор книги не выступают против какой-то базовой человеческой морали или чего-то подобного. Хотя бы по одной причине. Полное название книги звучит так: «Против эмпатии в защиту разумного сострадания». Вы можете удивиться, ведь считается, что это одно и то же. Но на самом деле нет. В книге целая глава посвящена работе эмпатии с точки зрения нейробиологии. И да, это настолько разные вещи, что у нас даже разные части мозга активируются, когда мы их испытываем. Сострадание не требует от нас чувствовать боль другого человека, не мотивирует на эмоциональные необдуманные поступки здесь и сейчас. А самое главное, в отличие от эмпатии, состраданием руководит разум. А значит, что по своей сути
оно скорее утилитарно. Мой любимый пример на эту тему — это врачи. Для них чувствовать эмпатию по отношению к пациенту — это нечто скорее негативное. Не просто так, ведь нельзя оперировать кого-то, если это твоя семья или там кто-то из твоих друзей. Потому что именно холодный расчет помогает врачам делать свою работу. А в вопросах планетарного масштаба, которые мы имеем в Prey, холодный расчет становится ценнее воздуха. Сами подумайте, если мы идем по так называемой утилитарной ветке, то в конце инцидент исчерпан. Передовая в этом вопросе исследовательская станция со всеми важными сведениями и ценными умами сохранена и обезопасена. А против потенциального планетарного вторжения уже готова и даже опробована в полевых условиях технология противодействия. С другой же стороны, когда мы слушаем Января, Ильюшину и в целом идем по так называемой эмпатической ветке, в конце станция почти со всеми сведениями уничтожена. Светлые умы либо уничтожены вместе с ней, либо потенциально везут мимиков на Землю. А человечество в целом, конечно, победило здесь и сейчас, но перед лицом инопланетного вторжения осталось, по сути, слепым котенком. В итоге, как вот это могло привести к захвату Земли, я решительно не понимаю. Даже если там на следующий день десяток таких альфа-тифонов на Землю прилетели. Для крафта вот этой штуки много ресурсов, не надо. А как вот это могло привести к такому сценарию, лично я вопросов не имею вообще. Да, это все симуляция. И сколько в ней правды, мы наверняка сказать не можем. Но, судя по всему, события в реальности были намного ближе к концовке с уничтожением станции. И вот здесь встает закономерный вопрос. Если избыток эмпатии настолько деструктивен и даже самой Prey показан таковым, то почему тогда разработчики так активно нас с вами к этому склоняют? Почему одобряют столько нерациональных действий? Неужели они хотят привить нам что-то деструктивное? У меня встречный вопрос. Кому нам? Кто мы? Я один здесь. Заметили вы или нет, но Йоко Таро в титрах не значится. А в самой Prey нет никого, кто знал бы, что все это видеоигра, что есть какой-то там игрок, и с ним можно поговорить или что-то ему донести. А кому тогда эти люди все это прививают, если не лично нам? Тифону, своему злейшему врагу, который и без этого замечательно себя чувствует. Тифон это явно эффективны в том, что они делают, в отличие от людей. И этим мне и нравится данный финал. Я понимаю, что в целом Prey немножко недоделан в некоторых аспектах, и концовка в том числе недожата, из-за чего данный посыл, если я прав в этом отношении, конечно же, многими был прочитан с точностью до наоборот. Но именно в своей сердцевине, в своей сути, этот финальный аккорд все-таки выполняет свою основную функцию. Он переворачивает абсолютно все вверх дном, но при этом не ощущается каким-то банальным сном собаки, который, наоборот, обычно вызывает скорее недовольство и разочарование. Потому что на самом деле данный финал — это апофеоз с точки зрения всего, о чем размышляет Prey. И это актуально не только для темы эмпатии, так что продолжайте держать эту мысль в голове на протяжении всего оставшегося текста. Но с другой стороны, если так подумать, Prey — это Immersive Sim. От людей, которые всегда делали Immersive Sim'ы, и уже на уровне своей концепции это один большой омаж на System Shock 2. Еще один великий Immersive Sim, а по совместительству великая классика, которой вдохновлялись там все от Mass Effect до Half-Life. На канале Летопись видеоигр есть замечательное видео на эту тему, всем советую. И особенность Immersive Sim в том, что они чуть ли не прямым текстом говорят тебе: я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты сможешь? То есть, чем больше игровых условностей ты выкидываешь из головы, и чем разнообразнее экспериментируешь с тем, что тебе дают, чем больше докапываешься до самых неочевидных на первый взгляд вещей, тем веселее будет твой геймплей. И настолько сильно спрятать вот этот момент, который с одной стороны продолжает и развивает вполне себе все предыдущие идеи, а с другой стороны переворачивает вообще все с ног на голову, но спрятать такое, это в принципе такой прикол, на который Arkane вполне могли бы пойти. То есть в контексте всего, что я уже сказал и скажу, это даже в какой-то степени закономерно или даже уместно. Кстати, раз уж затронули эту тему, хочу еще немного об этой самой концовке поговорить. You probably think it was dreaming. Nothing mattered. Короче, все, что я скажу в этом пункте, это либо самый лютый, самый ядреный СПГС за всю историю канала, либо, как мне кажется, я все-таки смог разгадать одну из самых
в общем-то, интересных находок Аркейн за всю их историю. Дело в том, что в конце, когда загадок уже не остается, нам предлагают сделать финальный выбор – пожать руку Алексу или всех убить. И многим этот выбор в конце не нравится, потому что, на первый взгляд это тупо «я хочу быть добрым» или «хочу быть злым». Сейчас я буду этот выбор защищать и объяснять, почему это на самом деле одна из лучших находок Аркейн за все их время. И начнем мы с того, что выбор этот на самом деле вообще не про добро и зло. Дело в том, что весь Prey так или иначе пронизан вот этими темами целостности сознания, реальностью того или иного опыта, невозможностью эту реальность проверить и закономерно вытекающими извечными вопросами солипсизма. Сами посудите. Здесь все завязано на технологии нейромодов, которые дают нам много преимуществ, но вместе с этим изменяют наше сознание, о чем рефлексируют даже некоторые работяги на станции. Вот вам письмо одного из них, где он жалуется, что после установки нейромодов у него изменились вкусы в кино, а собственная жена его не узнает из-за того, как сильно поменялись его привычки. Одна из важнейших технологий Талоса-1 — это зеркала. Буквально 3D-мониторы, с которыми никогда нельзя сказать наверняка, насколько вообще реально то, что ты видишь за любым окном. А изобретатель этих зеркал на момент событий Prey работал над технологией симуляции на основе воспоминаний, чтобы снова увидеть свою давно мертвую жену. Да и вообще, мы по сути находимся в симуляции, призванной протестировать наши действия, которая сама внутри другой симуляции также призвана протестировать наши действия, и все это внутри компьютерной игры, которая является точно такой же симуляцией, и многими разработчиками, в том числе частенько Аркейнами, используется для схожих целей. А вся эта многослойность еще напоминает Рика и Морти, а ведь, как известно... You have to have a very high IQ to understand Rick and Morty. И в таком контексте, как мне кажется, этот выбор в конце ни разу не какой-то морально-этический. Он скорее о том, насколько вообще ценен тот или иной опыт, если он в какой-то степени не настоящий, а симулированный. На первый взгляд все очевидно. Это все не настоящее, значит ценности не имеет. Мы все это время были Тифоном, и поводов переставать им быть у нас нет, поэтому никаких вопросов тут быть не может. Алекс идет в жопу. Или все-таки нет? Ведь вся эта симуляция сделана на основе конкретных и вполне реальных воспоминаний. Да, они не лично твои, но события эти действительно происходили. И почему мы не должны учитывать вполне реальный, хоть и чужой опыт, предполагающий лучшее понимание этих людей? Так что все-таки возьмем руку. Хотя стоп, это же симуляция, в которой нам давали влиять на развитие событий. Нескольких исходов одной и той же ситуации в памяти настоящего Моргана Ю не могло остаться по очевидным причинам. А это может означать только одно — исправление настоящих воспоминаний с целью манипуляции. И этого мы однозначно не одобряем. Хотя... С другой стороны, если все так, то откуда взялись вот эти вопросы в конце? I don't know what that means. It's selfish? Afraid? It left him alive. It could mean a low drive for retribution. In the end, he chose to activate the null-wave device. Why? We can't really know what its motives were for anything it did. Непонятно, неясно, непонятно дебилам. Для манипуляции или какой-то пропаганды такие комплексные ситуации подходят очень плохо. А значит, либо редактировать у них не было возможности, либо желания. Точнее, редактировать очень сильно. Получается, что это просто тест, нежели однозначная манипуляция. А значит, руку все-таки можно и пожать. Или нельзя, потому что риски слишком велики. Люди на станции были далеко не святыми. Они лгали, манипулировали, принудительно изымали работникам нейромоды, иногда даже без их ведома. Убивали себе подобных, зачастую ради каких-то совершенно пустяковых вещей. Им для этого всего не нужно было отсутствие каких-то зеркальных нейронов или типа того. А сейчас тебе по сути говорят, что буквально те же самые люди сначала изменили твой мозг, а потом гоняли тебя по частично отредактированной симуляции, активно склоняя тебя к конкретным вещам. Учитывая, что мы не можем знать наверняка, что и зачем они изменяли, и учитывая, какие это люди, не слишком ли велик риск им доверять? Вот видите, если подумать дольше 10 секунд и учесть весь контекст, этот выбор становится намного интереснее. Но на самом деле такой спор можно вести до бесконечности. И больше всего меня поражает одна вещь. Большинство воспринимает этот выбор как морально-этический, но по факту вот как морально-этический он вообще не работает. Не в том смысле, что он плохо сделан, а в том, что он сделан не так. Любая черно-белая дилемма — это всегда про то, пойдешь ли ты по ветке добра, при которой ты поступаешь правильно, трейдмарк, и все тебе улыбаются, или по ветке зла, где все
неправильно, трейдмарк, но с какой-то выгодой для себя. А дилемма в конце Прея это про то, что ну смотри, у тебя так-то выбора вообще стоять не должно, что с нами делать. Но мы пустили тебя через симуляцию, где натаскивали на конкретные вещи. И вот готов ли ты в принципе под весом вот этой симуляции, всего, что мы тебе показывали, вообще допустить подобную моральную дилемму? Проще говоря, это выбор не о том, хочу ли я быть добрым или злым со всеми вытекающими, это выбор о том, готов ли я поддаться весу всего предыдущего опыта и вообще начать воспринимать эту дилемму как морально-этическую, даже если этот ваш предыдущий опыт заведомо симулированный. Если нет, то выбор очевиден. А если да, то, это уже отдельное поле для суждений, но для большинства все равно очевиден, будем честны. Кстати, у меня есть косвенное подтверждение моих слов. Пока я готовил этот кусок текста, я устроил опрос среди подписчиков о том, что они выбирали и почему. И там есть много различных точек зрения, но я заметил одну закономерность. Люди, которые были за рукопожатие, обычно обосновывали свой выбор достаточно развернуто, и вот всегда делали это так, будто говорят про настоящих людей, заслуживающих соответствующего отношения. А вот у тех, кто был против, почти всегда обоснование включает в себя некоторую несерьезность к процессу. Ну, собственно, Мимик и вот такой вот игрок, не поддавшийся на чары в кавычках, здесь будут на одной волне. Ну и да, по сути, этот финал делает из сюжета Prey одну большую деконструкцию всех игр Arkane. В каждой из них главным героем был человек, с которым из параллельного измерения связывалась некая божественная сущность, которая также обычно ответственна за какой-то необычный аспект этого мира. И эта сущность толкает нас на выполнение какой-то конкретной миссии, зачастую еще и сильно помогает в этом. А в конце, как правило, именно эта сущность подводит итоги всем нашим действиям. Это довольно банальная видеоигровая завязка, но, тем не менее, она справляется с тем, чтобы все объяснить, не требует дополнительных пояснений, а наращивать на нее лорное мясо из всяких интриг и сюжетных твистов можно до бесконечности. Короче говоря, она работает. А здесь вместо параллельного измерения, куда вторгается божественная сущность, у нас симуляция. Вместо прямого вмешательства тут скрытое наблюдение, а вместо божества, чьи пути, как правило, конечно же, неисповедимы, конкретные личности, про которых ты знаешь как много хорошего, так и плохого. И здесь уже за последствия твоих действий тебе не предъявят в титрах. В итоге только с этой концовкой сюжетная структура становится один в один, только вывернутая наизнанку. Тоже косвенно, но для чего вообще обычно деконструируют какие-то рабочие много лет схемы? Если не для того, чтобы позадавать вопросы о том, как они работают, почему, ну и все вытекающие. И сама вот эта тема о важности симулированного опыта уже намного интереснее, и что самое главное, намного актуальнее для нас с вами. С одной стороны, мы устроены так, что свой личный опыт нами всегда будет восприниматься ценнее чужого. Как бы этот чужой опыт не был нам передан и какую бы полноту знаний в себе не нес. Ну, просто потому что он в любом случае наш. Он актуальнее для того, что мы уже встречали и, скорее всего, встретим в будущем. Плюс мало кому нравится, когда ими манипулируют или как-то явно поучают, а поглощение чужого во всех смыслах опыта почти всегда с чем-то таким сопряжено. С другой стороны, встает вопрос: а зачем мы в игры играем? Это же точно такие же симуляции, призванные дать нам тот или иной опыт и зачастую несущие в себе конкретный посыл. У меня на канале как бы целая рубрика этому посвящена. Более того, готовя этот кусок текста, я устроил еще один опросник среди вас, как раз на эту тему. Вот этот. И что бы вы думали, за первый же день я собрал где-то 300 историй о том, как игры вполне неиронично и заметно влияли на жизни разных людей. Кому-то помогли преодолеть тот или иной сложный период, кого-то сподвигли изменить свое отношение к тем или иным вещам, а кому-то вообще всю дальнейшую жизнь определили. И вот поди им расскажи, что все это фигня, всех этих ваших виртуальных человечков на самом деле нет и никогда не было, и вообще дебилки эти ваши, вот, для малолетних дебилов, а играть нужно только в шахматы иногда, а все остальное время коммунизм строить. Привет, козлы! Все играете? И учитывая вектор развития современных технологий с этими вашими там VR-ами, метавселенными и прочей вот этой вот шелухой, этот вопрос о важности симулированного или синтетического, если хотите, опыта будет становиться только актуальнее в ближайшие десятилетия. А ведь именно за поднятие таких вопросов научную фантастику вообще любят. I swear, there was a moment I saw her again. Я полностью признаю, что все это может просто оказаться моим СПГС, и что, ну, даже если я прав, то концовка все равно, в целом, скорее не дожата. Но
В контексте вообще всего потока рассуждений, всех исследуемых тем, которые поднимает Prey, и в контексте всего, что я уже сказал и скажу дальше, такое объяснение вот замысла разработчиков с этим выбором в конце, лично мне видится самым логичным и закономерным. Особенно учитывая, в общем-то, основной главный посыл, который не так заметно, но все же проглядывается точно так же по всему Prey'у. Кстати, я думаю, самое время об этом поговорить. What is a neuromod? It's immortality. And it is beautiful. На YouTube-канале DTF есть видео с анализом сюжета Prey. Видео замечательное, содержательное, и я готов его рекомендовать к просмотру. Но я с ним вообще нахер не согласен. А точнее с его выводом. DTF, как и многие до них, продолжают вот этот нарратив о том, что Prey на самом деле про важность эмпатии, который я считаю совершенно несостоятельным, но DTF заходит в этом деле, пожалуй, дальше всех и приходит к следующему выводу. Подводя итоги, не в ДНК, не в логике, не в способности мыслить и поступать разумно, а именно в сопереживании авторы видят ту грань, которая отделяет человеческий разум от любого другого. Только вот есть одно «но». Тот финал, при котором наш Тифон все-таки пожимает руку Алексу, как бы подразумевает, что Тифоны тоже способны испытывать эмпатию. А значит, эмпатия, как границу, определяющая человека, уже несостоятельна. Activation of the mirror neurons is promising. Empathy quotient shows to be exceptionally high. В этом и заключается основная фишка нейромодов, да и всех технологий со станции Талос-1. Все они в том или ином виде призваны размывать любые границы. Ну сами подумайте, сначала нам говорят, что эта станция состоит сплошь из светлейших умов, а потом выясняется, что большинство не может работать без нейромодов, и кадровая ценность большинства здесь около нулевая. Их даже легко могут зачистить при первых признаках какой-то сильной опасности для компании. И это как бы логично, ведь там, где есть нейромоды, больше нет разницы между талантом и бездарностью. Да и с людьми, как с видом, такая же тема. Сначала нам дают добрых людей, которые пытаются выжить, и Тифонов, которые злые и поглощают все и вся, и иногда очень жестоко. А потом выясняется, что люди не очень-то и добрые, часто причиняют боль даже тем, кого любят, а эмпатия совсем не мешает им делать совершенно отвратительные вещи с себе подобными. А Тифоны уже наоборот, совершенно не злые, просто устроены так, что могут даже не понимать, что делают что-то плохое в кавычках. А в конце, судя по всему, выясняется, что даже они способны на эмпатию. Тифоны могут все, что могут люди. Люди способны на все, на что способны тифоны. Даже в реальности всего, что мы видим за любым стеклянным покрытием, нельзя быть уверенным на 100% никогда из-за технологии зеркал. Даже наверняка обозначить границу, где заканчивается одна личность и начинается другая, в этом мире невозможно. И я могу снова вспомнить тех работяг, которые жалуются, что их родственники не узнают после нейромодов. Но зачем, если есть главный герой? Каким он был до всех этих экспериментов, мы однозначно сказать не можем, а в процессе он менялся кардинально. Даже учитывая, что ему постоянно стирали память и гоняли по одной и той же симуляции, даже несмотря на то, что он постоянно проживал буквально один и тот же день, ученые жаловались, что периодически в абсолютно случайные дни его ответы на вопросы могли измениться, и никто не мог этого объяснить. Даже если брать какие-то сугубо геймплейные вещи, то есть вроде менеджмента инвентаря, сначала игра нам показывает, что есть множество различных предметов, начиная с мусора и заканчивая сложными высокотехнологичными приблудами. И вот все они могут быть у тебя в инвентаре, и за всем этим надо следить. А потом, путем вот такой вот простой механики, по сути, прямо говорят нам, что разницы абсолютно никакой. И то это комбинация из одних и тех же элементов. И это уже вопрос исключительно количества и конкретной комбинации. Да даже в плане всего геймплея в целом. Я не могу перестать думать о том, насколько это складное произведение, насколько здесь вот абсолютно все на своих местах. Даже с учетом недоработок. Весь цимис любого Immersive Sim буквально в том, чтобы склонять игроков к нестандартному использованию абсолютно стандартных механик. Казалось бы, вот в чем разница между инженерным инструментом, призванным латать всякие протечки, и лестницей? Правильно, никакой. Понимаете, жанр Immersive Sim'ов и такие мысли, заложенные в сюжет, они сочетаются вот примерно как отсутствие отца и аккаунт на OnlyFans. Как активность в Твиттере и проблемы с менталочкой. Как Егермейстер и вишневый сок, понимаете, идеально сочетаются, они созданы друг для друга.
И в этом своем неприятии каких-то там однозначных четких определений, или правил функционирования вселенной, или абстрактных понятий, Prey достаточно последователен. Если попытаетесь перепройти его с этой мыслью в голове, то начнете замечать это постоянно. Начиная с каких-то мелких деталей, вроде вот этих вопросов в начале, которые, по сути, предвосхищают все прохождение. Ну, то есть почти все, по-любому, вот так навскидку, скорее ответят, что поехали бы в отпуск куда-то в новое место, якобы мы все из себя такие открытые для новых ощущений. Но как это все выражается в геймплее для большинства, я выше уже растекался. И заканчивая глобальными для всего сюжета вещами. Ведь с одной стороны сюжет дает нам четкую дихотомию. Есть линия января, то бишь альтруизм, а есть линия Алекса, которая про хладнокровный утилитаризм. И игра их постоянно пытается столкнуть друг с другом, вплоть до того, что концовка одного из них подразумевает смерть другого. Ну, Алекс в любом случае умрет при самоуничтожении, а января придется обезвредить, чтобы активировать нульволновое устройство. Но в самом конце, даже после длительного прогона по очевидно отредактированной симуляции, даже вот эти веселые челики сами не могут однозначно понять, чем продиктованы те или иные наши действия. Непонятно, неясно, непонятно. А все потому, что альтруизм, эгоизм, утилитаризм — это все абстрактные понятия. Любое ваше действие, там, будь то резня или спасение всех, использование тифонских способностей или только человеческих, все можно мотивировать как альтруизмом, так и сугубо утилитарными соображениями. Ни в одном человеке, да даже ни в одном конкретном решении их не получится найти в чистом виде, потому что в чистом виде они не существуют. И друг друга, по сути-то своей, не исключают, на самом деле. И я могу так лить воду и продолжать обсасывать любую мелочь вплоть до бесконечности. Но вы у меня умные, я надеюсь, что уже как бы сами улавливаете необходимый вайб и понимаете, к чему я веду. Да, я полностью не согласен ни с выводом ДТФ, ни ТВГ, ни с одним другим анализом сюжета, который я находил в сети. Ну то есть, возможно, что-то подобное разработчики задумывали, но, увы, залезть к ним в голову я не могу. Я могу только судить то, что в итоге получилось. А итоговый Prey едва ли манифестирует там однозначную важность или ценность эмпатии, или стремится найти новую границу, определяющую, что такое человек. В таком контексте Prey скорее задает вопрос: а есть ли смысл вообще пытаться такие границы проводить? Ведь какими бы они ни были, технологии в любом случае размоют их рано или поздно. А любая попытка что-то четко определить, представить в виде абстракции, короче, подобные четкие границы провести, всегда сопряжена с упрощением и, как следствие, искажением нашего понимания реальности. Ведь наш мир в любом случае окажется сложнее. I keep having this dream. I'm just staring into the black between the stars. There's something there. I know there is. I just can't see it. But it sees me. You family tradition. Breaking convention is in our blood. They're lying to you. I don't know what you're planning, Morgan, but just remember, the only thing that matters is how you treat the people that are still alive. We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Ну шо, я вам обещал мерч? Давно обещал. И я свое обещание держу. Прямо сейчас на Бусти висит гигантский пост. Ссылка на него должна быть в самой шапке профиля. И вот там вся инфа о том, как этот мерч получить, какие там есть подарочные наборы, какой, в принципе, ассортимент всего, что есть. Короче, вот вся инфа именно там. Вот, например, помните этого славянского парня, который был у нас на старом канале? Не волнуйтесь, сюда он тоже обязательно будет заглядывать. Но, как говорится, зачем ждать, если можно заиметь данный прекрасный элемент гардероба? Тут у нас и сам вот этот славянин, и двойное яблочко, и сладкий кумарчик. Построение мирового пахтариата — это наша официальная политическая позиция, если вы не знали. И Акакий. Ну и самое главное, доброе утро, славяне. Короче, не знаю, как вы, а я бы такое носил. Я собственно, и ношу.
Ваше здоровье, кстати. Ну, естественно, есть более привычные варианты как бы с логотипами, есть всякие кружечки, есть еще много чего на самом деле. В общем, переходите на Boosty, там как бы в закрепе, в шапочке будет пост, где вся инфа об этом. И если ассортимент покажется бедноватым, то не волнуйтесь, он точно будет пополняться. Прямо сейчас в разработке еще несколько мемных артов как раз под это дело. Ну а где-то здесь должна быть часть, в которой я какое-то личное мнение об игре говорю, но я думаю, это уже лишнее. По тексту несложно понять, что я Prey безумно уважаю, ну, то есть, наверное, даже больше, чем кто-либо на русском ютубе. А еще искренне считаю ее лучшим из всего, что делали Arkane. И всем, кто создавал эту замечательную штуку, могу послать только искреннее уважение и любовь. А еще уважение ко всем, кто поддерживает такой контент. Я искренне охерел, пока делал этот видос. Это на данный момент самый большой видос на канале вообще. Это, кстати, одна из главных причин, почему сюда не попал Prey Moon Crash. Ну, то есть, мало того, что он сам по себе отдельный в плане сюжета, мало того, что сюжета там, в общем-то, очень немного, и я буду просто, дольше пересказывать, что там вообще было, притом ради, не очень-то содержательного куска текста, если честно. Ну, то есть, можно, конечно, приплести, но не то, чтобы оно как-то сильно что-то даст. Мало всего этого, так еще и, господи, я задолбался это монтировать, честно. То есть, я это сейчас записываю, когда уже все остальное готово, и... Простите, у меня, в общем, мозг уже не особо работает. И поэтому, да, самое время сказать спасибо всем, кто ставит лайки, репостит, по-всякому распространяет. Вот все, кто поддерживает, вы все просто замечательные. А еще, помимо мерча, нужно сказать гигантское спасибо Ларгару, Соул Зомбису, Сенбон Закура, Кеше Попугаю, Артуру Зайцеву, Илье Белову, ВГТУ, Доктору Экману, Unknown Гаю, Дотеру 2010, Догеру, Адилю Ялалову и всем остальным, чьи имена сейчас идут или уже прошли слева. Спасибо вам за поддержку на Бусти. Не совру, если скажу, что самую важную поддержку. Вам тоже шлю любовь и уважение, и... В общем, очень рад, что теперь с запуском мерча я смогу, так сказать, слать вам еще и что-то материальное периодически, хотя бы некоторым. Пойду, наверное, амебу косплеить где-то на недельку. Всего вам самого-самого, и еще увидимся.